Всем привет, на связи Барыгин Антон, и это полный обзор моего скрипта Shape Replacer Pro. В этом видео разберем, как устанавливать и как пользоваться этим скриптом. Чтобы установить скрипт, вам нужно будет скопировать вот этот файл ap-shape-replacer-mail, нажимаем Ctrl-C, затем заходим в мои документы, в папочку Maya. Далее вы можете вставить его в папку Scripts, если у вас здесь скрипты хранятся. Или зайти в папку с нужной вам версией. Допустим, я зайду вот в папку 2018. Вставляю Scripts, он у меня здесь уже лежит. Заменяем. Окей. Теперь, чтобы запустить скрипт, вам нужно будет вставить следующую mail команду ap-shape-replacer вот в это вот поле. Если что, здесь поменяйте на язык mail. Нажимаем Enter, и скрипт у нас запустится. Также в папке со скриптами у вас будет идти файл readme, где продублирована информация по установке и запуску скрипта. И здесь вы можете найти эту команду и скопировать ее отсюда. Чтобы проще было запускать скрипт, можно эту команду поместить на полку. Так, нажимаем Mail. И вот с полочки ее будем запускать. Теперь рассмотрим, как пользоваться скриптом. У скрипта есть два режима работы с исходным объектом, с которого берется shape. Первый режим это single, то есть можно подгрузить только один исходный объект и один или несколько целевых объектов, на которые будут копироваться уже shape исходника. Давайте рассмотрим работу скрипта на примере подмены шейпов на пальцах. Итак, первым делом нам нужно выровнять наш исходный объект по целевым. Давайте выделим его, выделим целевой объект, идем Match Transform. Вот, и как мы видим, у него неправильные локальные оси. Если же мы вот так вот заменим шейпы у контролов пальцев, они вот так вот и развернутся. Что для этого нужно сделать? Давайте повернем на 90 градусов. Для этого мы включим опцию Discrete Rotate. Так. И еще в настройках вам нужно задать вот эти вот опции, да, на сколько градусов должен быть шаг. Так, разворачиваем. И затем нам нужно развернуть локальные оси. Для этого можем выделить исходный объект. Затем выделяем таргет. Парентим исходник к таргету. И нажимаем Freeze Transform. И затем можно отпарентить. Shift-P я нажму. Тем самым локальные оси у нас развернутся. И теперь спокойно можно воспользоваться скриптом. Но чтобы эту операцию каждый раз не проделать вручную, я написал для этого небольшой скрипт. И давайте его откроем в скрипт-эдиторе. И код скрипта можно также поместить на полку. Сейчас давайте я собью локальные оси. Опять же, да. Freeze Transform применю. Они развернутся вдоль глобальных. Так, затем, чтобы воспользоваться скриптом, нужно выделить сначала исходник. Затем выделяем целевой объект. Сейчас же парентить ничего не нужно. Скрипт это сделает автоматически. И применяем этот скрипт. Так, у него локальные оси развернулись вдоль целевого объекта. И теперь давайте подгрузим исходник в скрипт Shape Replacer. И также подгрузим все целевые объекты. Так, и нажимаем Apply. Так, все у нас замечательно подменилось. Все работает. И когда вы запускаете скрипт со стандартными настройками, он работает в режиме замены шейпов. То есть вам больше ничего настраивать не нужно. Кстати, вам не обязательно каждый раз создавать контрольку и только с нее брать shape. Допустим, вот мы подменили вот здесь вот на этих контрольках shape, и он нам не нравится, да. Мы можем вот у этой контрольки отредактировать как-то shape, обратно вот сюда ее подгрузить в source и также подменить, чтобы все объекты заменились, да. И, допустим, сюда она у нас подгружена. Давайте вот у этих контролек тоже заменим шейпы. Подгружаем. И все у нас прекрасно заменится. Следующий режим работы с исходным объектом. Это режим Multiple. В этом режиме можно выделить несколько исходных объектов. И в разделе Search and Replace задать, по каким символам скрипт будет сопоставлять исходники и целевые объекты. Давайте вот здесь выделим контролы руки. Подгрузим их в Source. И, как вы можете заметить, нам не нужно подгружать таргеты, так как в скрипт подгружаются имена объектов, и затем скрипт выделяет такие же объекты, только с префиксом или суффиксом стороны, которые вы указали в поле Replace. Давайте теперь подменим.
Окей, все у нас сработало. Также, чтобы у нас правильно сработало отзеркаливание, нам нужно задать некоторые настройки в разделе Mirror. Но об этом чуть позже. Сперва давайте разберемся с основными настройками, а затем подробнее рассмотрим этот режим. В разделе Settings вы можете выставить либо операцию копирования шейпа с исходного объекта, либо инстансирование этого шейпа. И если с копированием все понятно, то где можно использовать инстансирование, спросите вы. Например, для инстансирования шейпов у множества полигональных объектов. И хоть скрипт в основном для работы с контролами в виде NURBS кривых, он также может работать и с NURB поверхностями, и также с полигональными объектами. У меня был проект, в котором отдали такую тяжелую сцену с поверхностью, состоящей из множества шишек. И сцена весила почти 1,6 гигабайта. Я думал, как это оптимизировать, и написал небольшой скриптец, который подменяет шейпы на инстансы. И после замены сцена стала весить 10 мегабайт. То есть у всех объектов шишек я подменил на инстанс, и сцена стала легче и быстрее в разы. И этот небольшой скрипт, он вошел в состав текущей версии скрипта Shape Replacer. Заметьте еще, что при выборе операции Instance становятся недоступны некоторые опции, которые рассмотрим далее. Так, давайте сейчас я продемонстрирую, как работает замена на инстансы. Выделим вот так вот все объекты. Этот объект будет у нас исходником, в таргеты вот сюда их подгрузим, а этот будет у нас сорсом, да? И применяем скрипт. Так, чтобы проверить, все ли у нас правильно подменилось, можно выделить вот так вот некоторые вертексы. Как мы видим, у всех объектов они тоже изменяются, да? И это значит, что у всех этих объектов одинаковый шейп. Обратно переключимся на операцию копирования. Итак, следующая опция это Keep Target Color, то есть сохранение цвета целевого объекта. То есть когда мы применяем скрипт, чтобы менялась только форма объекта, а цвет оставался тем же. По дефолту эта опция включена, но также вы можете ее отключить, и тогда цвет будет браться с исходника. Следующая опция это опция Keep Target Shape. Позволяет сохранять shape целевого объекта. То есть он не подменяется на новый, а просто идет добавление к целевому объекту еще одного шейпа от исходника. И тогда здесь уже будет два шейпа. В следующем разделе Mirror вы можете выставить опции для отзеркаливания шейпа на целевом объекте. Это опции World и Object, которые служат для выбора отзеркаливания по мировым или же локальным осям объекта. И далее вы можете выставить, по каким осям будет отзеркаливаться shape объекта. Давайте вот в single режиме подгрузим сюда вот этот control как исходник и вот этот control как целевой. Так, здесь уберем галочку, чтобы shape именно подменился. И, допустим, мы хотим, чтобы этот shape отзеркалился по локальной оси. Это будет локальная ось X. Выбираем здесь Object. И ставим ось X в настройках. И все у нас прекрасно отзеркалится. Ну а теперь давайте рассмотрим режим Multiple уже подробнее. Например, отзеркаливание контролов с одной стороны на другую. Подгрузим сюда контрольки левой руки. И, кстати, еще одна крутая штука, которую я внедрил недавно в скрипт. Это автоматическое определение суффиксов или префиксов стороны. То есть, если вы сюда подгружаете контрольки с правой стороны, то здесь, в этих полях все автоматически меняется, да? Также в скрипте я прописал популярные именования сторон, и скрипт будет автоматически их определять. И оно также работает как слева, так и с правой стороны. Но если же у вас будет неправильно определяться символы стороны, то обязательно напишите мне об этом. Если что, мы подправим или добавим новые префиксы или суффиксы наименования сторон. Ну, давайте вернемся к примеру отзеркаливания контролов руки слева направо. Так, сюда их подгрузили. Теперь же выберем ориентацию по миру и выберем мировую ось X, по которой будет срабатывать отзеркаливание. Apply. Все у нас
благополучно подменилось. И также можно, если вы хотите сохранить, допустим, цвет исходника, можно эту галочку убрать. И вот так у нас все покрасится. Кстати, после того, как вы подгрузили сюда объекты в Source или в Target, можно спокойно снимать выделение объектов и применять скрипт, отменять операцию Ctrl-Z и, если нужно, выставлять необходимые опции. Если же в настройках осей здесь не стоит никакой галочки, то, естественно, отзеркаливание оно не будет срабатывать. То есть, если вы хотите отзеркалить шейпы на целевых объектах, обязательно выставите здесь нужные параметры. Также, если вам нужно отзеркалить все шейпы с одной стороны на другую, и, допустим, лень выделять контролы с только левой стороны, вы можете подгрузить сюда все контролы рига. Вот так вот давайте выделим их все, вот сюда подгружаем. И, допустим, вы хотите, чтобы отзеркалилось не слева направо, а справа налево. Чтобы здесь вот автоматически это все дело определилось, определение идет по последнему выделенному объекту, поэтому мы здесь можем зажать Ctrl-Shift и перевыделить объект с правой стороны, еще раз сюда подгрузить, и оно все автоматически у нас определится. Так, давайте теперь применим скрипт. Как мы видим, все как нужно применилось. И единственное, вышла какая-то ошибка. Давайте на нее посмотрим. И в скрипте есть так называемая защита от дурака. То есть, если же вы выделили объекты, у которых нет в названии вот этих вот символов, которые определились в поле Search, ну, то есть это контрольки с левой стороны, также контрольки, которые идут посередке, то скрипт, естественно, у них ничего не подменит, а напишет, что в этих контрольках он не нашел вот эти вот символы с правой стороны. И попросит вас выделить другие объекты в качестве исходников или поменять здесь название, если нужно. Но в нашем случае все сработало идеально, и просто имейте в виду, что есть вот такая вот функция предупреждения. Рассмотрим еще некоторые особенности и преимущества скрипта. Скрипт работает с неуникальными именами объектов, то есть если у вас есть в сцене два объекта с одинаковыми названиями, давайте вот рассмотрим на этом примере. Вот здесь вот почему-то в этом риге у этой контрольки повторяется имя, и как вы видите, когда мы подгружаем в поле Source, мы можем заметить вот этот вертикальный слэш, значит в сцене есть еще один объект с таким же именем. Вот давайте проверим. Сюда вот так вот забьем. И посмотрим в аутлайнере. И как мы видим, вот в этом риге есть объекты с одинаковыми именами. Но ничего страшного, если вот сюда вы этот объект подгружаете, скрипт вас тоже предупредит, что выделенный объект является не уникальным, и я настоятельно вам советую переименовать ваши объекты. Для этого есть скрипт, сюда я его тоже прописал. Давайте скопируем и перейдем по этой ссылке. Вы можете этот скрипт отсюда скачать, установить, и вот он позволяет выделить объекты с неуникальными именами и автоматом их переименовать. Но в любом случае, если даже скрипт выдает эту ошибку, он сработает, если же у этих объектов будет одинаковый путь до этого объекта, то есть объект лежит в иерархии, и моя прописывает вот сюда вот родительский объект, и с левой стороны объект должен быть с той же иерархией. Иначе у вас просто ничего не сработает. Давайте здесь попробуем подменить. Так, все удачно подменилось, так как иерархия там одинаковая. Но если же вдруг у вас иерархия не одинаковая и скрипт не срабатывает, вы всегда можете перейти в режим Single и с помощью этого режима подменить шейпы. Также скрипт работает с несколькими шейпами. Допустим, вот здесь есть контролька, у которой куча шейпов. И давайте подменим эти шейпы с правой стороны. Сюда вот можем Multiple подгрузить. И все удачно у нас отзеркалится, да? Скрипт также работает с трансформ-нодами без шейпов. Например, если у нас есть пустые группы, также можем к ним добавить шейпы. Или же если эти объекты являются костями. Также к костям
мы можем добавить shape NURBS с кривой. Также скрипт работает с кластерами. Если же вы вручную припарентите shape к кластеру, допустим, с помощью команды parent.rs, применяем и можем увидеть, что shape он припарентился к хендлу кластера, но shape улетел в нули. В моем скрипте исправлен этот недочет, и shape этого контрола он копируется куда надо. Также, если вы к объекту применяете freeze transform, давайте еще раз вручную попробуем припарентить, допустим, эту контрольку к этой. Здесь изменим, давайте форму, чтобы были отличия, чтобы мы понимали, что там все подменилось. Так, выделяем здесь shape, выделяем здесь transform ноду, parent, и мы увидим, что она также улетела в нули. Но с помощью моего скрипта у вас все благополучно подменится. Также скрипт работает с залоченными объектами. То есть, если у вас контролька, у которой в channelbox скрыты и залоченные атрибуты, то не переживайте. Допустим, мы ее хотим отзеркалить. Мы shape этой контрольки хотим отзеркалить на другую сторону. Но все благополучно отзеркалится. Все скопируется как надо. Так, давайте здесь поставим target, отменим shape, x, окей. Еще одна особенность скрипта. Скрипт работает как с индекс цветами. В drawing overrides, когда вы выставляете вот здесь вот цвет, здесь можно выбрать индекс. Давайте вот здесь target color уберем и посмотрим. Вот у нас зеленая контролька, и она у нас сюда отзеркалится. Либо же посмотрим вот здесь вот, да, здесь стоит желтый цвет, индекс. Окей. И также, если мы выберем RGB режим, здесь выберем цвет, допустим, голубой. Так. В этом режиме цвет также определится и с обратной стороны применится. Еще одна особенность, если у исходного или у целевого объекта есть shape кластера, допустим, вот у меня здесь контрольки, они два в одном, идет кластер и control с шейпом NURBS с кривой, то скрипт пропускает этот shape, а копирует на другой объект только shape NURBS с кривой. Вот давайте вот здесь вот выделим. Да, вот здесь тоже shape кластера и shape кривой. И применим этот скрипт. Окей. Вот у нас все применилось. Все хорошо. Если нужно цвет сохранить, оставляем. И все у нас замечательно работает. Также при замене шейпа, давайте вот еще раз подменим, скрипт оставляет название шейпа целевого объекта. Если же вы, допустим, сохраняете шейп и хотите добавить еще шейп исходника, то для нового шейпа также берется название от целевого и добавляется нумерация. Если же у целевого объекта нет шейпов, допустим, он является пустой группой, то для нового шейпа берется название с имени объекта и прибавляется суффикс shape. И на этом все. Приятного пользования. Если же у вас возникнут какие-либо вопросы по скрипту, вы можете написать мне ВКонтакте в личку или на почту. Всем пока и увидимся в следующих видео.